Елена Меликова, Московская область. Судья номер 4 Татьяна Судьярова, Республика Татарстан. Судья номер 5 Ася Погуненко, Москва. Судья номер 6 Мария Лукина, Ямало-Ненецкий автономный округ. Судья номер 7 Арина Чучкова, Тульская область. Техническая бригада. Технический контролер Ксения Гафарова, Республика Татарстан. Технические специалисты Матвей Ветлукин, Санкт-Петербург. И Ольга Русских, Самарская область. Произвольную программу представляет команда «Снежность-2», Владимирская область.
команда «Снежность». За произвольную программу набирает 57,2 балла. На старт приглашается команда «Высота», Челябинская область.
я вновь с вами здороваюсь. Почему вновь? Потому что у нас были небольшие технические сложности со звуком, но мы их решили, и надеюсь, что теперь мы с вами на связи. У микрофона Небольшая Анна. Я рада приветствовать вас на Всероссийском физкультурном мероприятии по синхронному катанию мечты, который в эти минуты проходит в Москве. На льду только что завершила выступление уже вторая по очереди старта команда, выступающая по второму спортивному разряду. Мы видели прокат команды «Высота», представляющей Челябинскую область, а именно город Озерск. И сейчас находимся в ожидании оценок, которые спортсмены получат. Для кого-то сезон только начинается, и не то, что первый старт сезона, а вообще первый старт спортивной карьеры синхронного катания. Для кого-то соревнования уже были, сезон начался, но так или иначе уверена, что все мы одинаково сильно соскучились по синхронному катанию, по нашим командам и рады вновь увидеть выступления наших спортсменов. Но сегодня у нас вообще самые трогательные программы и плакаты, потому что спортсмены выступают по второму спортивному разряду. Но у нас готовы оценки. Команда набирает 49,76 балла. Это на данный момент второй результат. Ну а мы продолжаем соревнования и встречаем команду «Триада», представляющую Ярославскую область.
Волшебный танец кукол в исполнении команды «Триада» мы только что с вами увидели. Команда была создана только в 2025 году, совсем недавно, представляете, вот буквально только что начался путь этих спортсменов, но если бы я не знала год создания, я бы даже не угадала, что это случилось так недавно, не могла бы даже предположить, потому что выглядят спортсмены очень слаженно и уверенно на льду, а это, конечно, свидетельствует о тщательной подготовке к началу сезона. Поэтому большая благодарность тренерскому составу, а именно Горн, Инне, Беляевой Татьяне и Цветковой Ольге за подготовку спортсменов. Кстати, «Триада» команда называется, потому что она была создана этими тремя тренерами, и именно поэтому «Триада», символизирующая единство, вот такое название получили спортсмены, катающиеся в этой команде. Чистый прокат, первый чистый прокат без серьезных ошибок сегодня. Сложно первой разминки всегда начинать раскатываться и раскачивать зрителей, хотя хочу сказать, что зрители раскачались уже с самой первой команды и от каждого выступления к выступлению не устают поддерживать команды. Аплодисменты начинаются где-то в середине проката и не стихают до самого конца. Это, конечно, свидетельствует о том, что наши зрители сильно скучали, как и мы с вами, дорогие зрители трансляции, по нашим командам. Мы рады сегодня их поддерживать. За это, конечно, большое спасибо им. Я думаю, что сегодня спортсменам, а это совсем юные спортсмены, повторюсь и буду повторяться сегодня, думаю, не раз, потому что акцентировать ваше внимание на этом, потому что начинать кататься в синхронном катании не всегда и не всем просто. Да вообще, наверное, никому не просто, потому что каждый год правила и технические требования усложняются в синхронном катании. Это не какие-то значительные корректировки, которые у нас происходят в составе хорошо сбалансированной программы на сезон, а какие-то значительные изменения и в требованиях к уровням, да, к техническим моментам программы и даже к составу хорошо сбалансированной программы. Одни и те же элементы мы редко видим у команд. И, конечно, второй спортивный разряд — это спортсмены, которые впервые начинают карьеру в этом виде спорта, и поэтому для них состав хорошо сбалансированной программы особенно важен. И с чистым прокатом, без серьезных ошибок, команда «Триада» выходит на лидерскую позицию, текущую лидерскую позицию с результатом 64,12 балла. Но мы продолжаем болеть за наших спортсменов и встречаем следующую команду «Созвездие-2», представляющую Москву.
Ну, молодцы. Отличная самбо. Прекрасный прокат, где не было видно волнения спортсменов. А я уверена, что каждая спортсменка по-своему, но волнуется и переживает сегодняшнее событие. Именно событие, потому что соревнования, неважно сколько лет спортсмену, это всегда очень важный момент в карьере и в жизни. К нему тщательно готовишься, и все, что после этого старта, который предстоит пройти, ну это в целом не важно. Вот сначала старт, а потом все остальное. И при таком волнении не показывать это зрителю, еще и в столь юном возрасте, спортсменам, которые выступают во втором спортивном разряде 10-15 лет, это уже намек на мастерство. Команда в этом сезоне «Созвездие 2» выглядит очень хорошо. Хочу отметить, что этот сезон для большей части спортсменов дебют в синхронном катании полностью обновился состав команды. Это, конечно, большое испытание всегда для команд. Одно дело, когда уходит 1, 2, 5 спортсменов, другое дело, когда состав меняется на 100%. О какой скатанности, да, может идти речь. Но я уверена, что если бы я вам не сказала сейчас, что команда в таком составе на соревнованиях дебютирует, вы бы никогда об этом не догадались. Потому что все четко, аккуратно, без лишней суеты и спешки, которая всегда за собой ведет, возможно, несерьезные, но заметные для зрителя, а уж тем более для судей, ошибки. Сегодня у команды «Созвездие 2» этого не было. Они спокойно, с холодной головой, по крайней мере внешне с холодной головой, шли от элемента к элементу и старались зарабатывать максимально возможные для себя сегодня GOE и оценки за компоненты, думаю, судьи поставят соответствующие. Ну и, конечно, технические уровни сложности. В синхронном катании столько технических деталей, которые нужно учесть и спортсменам во время проката, и, конечно, тренерам во время постановки программы, но наши команды с этим всегда справляются. Вот видите, результат не заставил себя ждать. На данный момент первое место занимает команда «Созвездие 2» с результатом 69,41 балла. Но это не конец соревнований. Мы продолжаем следить за развитием событий в Ледовом дворце «Мечта» и встречаем следующую команду. Произвольную программу сейчас для нас представит команда «Хрустальный конек» из Воронежской области.
И снова мы видели выступление команды, которая была создана в 2025 году. Представляете, у команды «Хрустальный конек» это только второй старт в их спортивной карьере. Первый старт у них случился в мае 2025 года, еще в прошлом сезоне, и команда выступила достойно, заняла 3-е место. Отличное было начало их пути, посмотрим, каким будет их продолжение. В любом случае, да какое продолжение? Все равно это только начало, всего лишь второй старт. Вы представляете, какая интересная, насыщенная дорога, жизнь ждет этих спортсменов. Я, если честно, каждой из них немножечко завидую, потому что, вспоминая свой путь в спорте, в синхронном катании, хочется еще раз это все прожить и вернуться в те дни. Ну, музыку, которую мы слышали сегодня в Ледовом дворце, вы все узнали, конечно, «Смуглянка». Отлично подходит этот образ спортсменам, они прекрасно себя в нем чувствуют и стараются всячески этот образ зрителям и судьям передать. Конечно, костюмы очень поддерживают целостность картинки. Удачная программа, хорошее решение для этой команды. Тренируют спортсменов Лепендина Светлана, Бабаевская Виталина. И здорово справляются со своей тренерской задачей собрать вместе спортсменов, которые пришли совсем из разных дисциплин фигурного катания, возможно, из разных городов, кто знает, и сделать из них единый организм. Уверена, что без трудностей этот путь не проходит, этот процесс, поэтому желаем спортсменам только удачи и легкости в совершенствовании. У них, я уверена, это получится, потому что с элементами команда справляется хорошо. Возьмем, например, синхронное вращение. Только недавно этот элемент появился в составе хорошо сбалансированной программы второго спортивного разряда. Раньше не просили спортсменов этой возрастной категории вращаться синхронно, потому что это один из самых сложных элементов, и совсем непросто получить в нем максимальный уровень сложности, и тем более хорошие оценки ДЖОИ. И поэтому требования это максимально первый уровень и только одна черта сложности. Только одна черта, которую нужно выполнить техническую, чтобы получить этот самый первый уровень. Но наши спортсмены чаще всего не ищут легких путей и стараются уже в самом начале, уже во втором спортивном разряде усложнять элемент синхронного вращения, чтобы готовить себя к переходу в первый спортивный разряд. Ну или не целой командой иногда переходят, а отдельные спортсмены продолжают свой путь, переходя по возрасту дальше. Поэтому усложняются наши спортсмены. Усложнилась и команда «Хрустальный конек». Например, выполнили вращение со сложного входа качалкой. Очень неплохо, кстати, выполнили. Был хороший унисон на входе. Думаю, что это обязательно мы увидим и в оценках. Но оценки уже готовы. Команда набирает 42,84 балла, пока 5-е место, но мы продолжаем смотреть, потому что сейчас делаем небольшой перерыв на заливку льда, а после возвращаемся и смотрим прокаты еще 5 команд.
Друзья, мы продолжаем следить за ходом всероссийского физкультурного мероприятия по синхронному катанию «Кубок мечты», который в эти минуты прямо сейчас проходит в Ледовом дворце «Мечта» в городе Москва. Уже прошла первая разминка команд, выступающих по второму спортивному разряду, а мы продолжаем следить за ходом их соревнований, и впереди у нас еще одна разминка из 5 команд. По итогам первой разминки вспомним, как распределяются места на данный момент. Текущее первое место занимает команда «Созвездие-2». Спортсменки тренируются под руководством Харченко Анны и представляют Москву. Их результат составляет 69,41 балла. Вторую строчку турнирной таблицы на данный момент занимают представительницы Ярославской области. Это команда «Триада» с результатом 64,12 балла. На третьем месте пока «Снежность-2», представляющая город Владимирскую область. 57,20 балла набрали за произвольную программу эти спортсмены. На льду тем временем уже готовится представить свою произвольную программу команда Art and Dice. Это спортсмены из города Липецк. Команда появилась в 2024 году. До этого команда выступала в другом направлении, в другой дисциплине фигурного катания, в спортивных балетах на льду. Но теперь синхронное катание уже более, наверное, серьезный такой именно соревновательный уровень с возможностью выхода на международные соревнования в дальнейшем. Чуть более высокий спортивный уровень, поэтому будем смотреть, как чувствует себя команда в новом статусе.
Могли ли вы когда-нибудь предположить, что однажды увидите ограбление банка прямо на льду? Я, честно, не могла представить, что такая тема когда-либо будет выбрана для программы в фигурном катании, но спортсмены из команды Art and Dice выбрали именно эту тему. Программа называется «Ограбление банка». Я надеюсь, вы не испугались в моменте их выступления, когда зазвучала сирена. Признаюсь, мы здесь немножко в Ледовом дворце напряглись. Вдруг это реальная сирена или так задумано постановкой? Все нормально, так задумано. И свой эффект это, конечно, имело. Внимание зрителей, кто вдруг мог отвлечься, все тут же устремили свои взгляды на лед и пристально следили за выступлением спортсменов. А посмотреть действительно было на что. Интересная программа, разнообразная, с понятным и читаемым образом. Очень разная музыка звучит в качестве музыкального сопровождения в течение программы. И так же, как меняется музыка, так же меняются и движения спортсменов. Тренеры постарались выстроить хореографию, композицию программы так, чтобы элементы начинались с началом новой музыкальной фразы, чтобы движения подчеркивали музыку, а не противоречили ей. Ну, конечно, от этого смотреть за спектаклем гораздо интереснее. Много было удачных решений с точки зрения композиции. Отмечу элемент, который запомнился в прокате команды больше всего мне, это 100% было синхронное вращение. Во-первых, был хороший унисон во всех фазах этого элемента, и во время входа, и во время исполнения элемента, и во время выхода из него. Но и была продемонстрирована интересная смена формы во время синхронного вращения. Сначала спортсмены были выстроены в форму открытого блока, а затем перестроились в форму креста. При этом все формы были четко читаемы, и поэтому смотрелось здорово. Удачным также получилось пересечение. Спортсмены выбрали коллапсирующее пересечение в форме квадрата. И на данный момент техническая бригада присваивает 4-й уровень сложности элемента пересечения. Спортсмены постарались выполнить комплексный рисунок. Это не будем вдаваться в технические правила, но требования к пересечению сложные, и сложность еще в том, что они одинаковые для всех. Неважно, в какой категории тренируются и выступают команды, все они должны выполнять абсолютно одинаковые требования к пересечению, но они совсем непростые. Просто разбежаться на беговых шагах, взять вхват и пересечься больше уже не подходит. Очень много усложнений во время подготовки элемента и входа в него, и, конечно, непосредственно в самой точке пересечения, то есть в момент, когда фигуристы проезжают между друг другом. У спортсменов из команды Art and Dice сегодня это получилось. Тренируют команду Грязева Елена, Казьмин Владимир и Храбкова Ольга. Благодарю тренерский штаб за работу с командой. Это яркое начало соревновательного сезона в синхронном катании, и хочется пожелать им большой удачи в совершенствовании своего навыка в синхронном катании. Будем следить за тем, как выступают спортсмены. Это далеко не последний старт, все только начинается. От этого еще радостнее сейчас следить за соревнованиями. По сути, это такая первая проба пера для многих команд, кто только открывает свой сезон. Сезон у нас сейчас длится долго, вплоть до мая, и в мае еще есть соревнования, еще есть возможность показать результаты работы над программами, у нас есть много времени, чтобы проследить, как меняются команды, как они совершенствуются, ну и подольше оставаться с полюбившимися программами, потому что, уверена, у каждого из нас есть свой личный список программ фаворитов, к которым хочется возвращаться. Причем такие находки и интересные, классные постановки, которые хочется смотреть, есть абсолютно во всех категориях, и не только в мастерах спорта и кандидатах в мастера спорта, но и во втором спортивном разряде.
в том числе. Надеюсь, что каждый из вас сегодня составит для себя такой список. Ну а у нас готовы оценки. 70,98 баллов получила команда Art and Dye за произвольную программу, и это текущее первое место. Очень интересно разворачивается у нас спортивная борьба на Кубке мечты. Продолжаем смотреть, посмотрим, что приготовила для нас команда Олимпийский Юнитис 2. И снова танец самбо, но уже совершенно в другом исполнении. Потому что, конечно, в зависимости от команды меняются спортсмены, меняется то, как они передают образ, и меняется, конечно же, вид программы. Мы видели самбо у команды «Созвездие 2», сейчас самбо в исполнении команды «Олимпийский Юнитис 2». Интересно, что обе команды представляют Москву. Такое дерби происходит сегодня в Ледовом дворце «Мечта». Посмотрим, чем это дерби закончится. Это, кстати, не единственная команда, представляющая Москву на этих соревнованиях. Еще увидим впереди выступления таких команд, но не будем забегать вперед, а поговорим о выступлении команды Олимпийский Юнитис 2. Это команда с большой историей, больше 20 лет существует команда. В 2000 году она была создана. Тренирует команду Юличева Мария и
Максима Черного, Анастасия, хореограф команды «Острая», Алина. И хочется Алине сразу же сказать спасибо за классную, яркую, интересную программу. Самбо на льду читалось отлично. Все движения подчеркивали выбранный образ, который команде был, хочу сказать, по возрасту. Здорово, когда спортсмены, выступающие по второму спортивному разряду, спортсмены юные, берут такие играющие, легкие постановки, без сложных драматических смыслов, которые нужно передавать, а просто здорово катаются и стараются передать настроение, азарт и любовь к этому виду спорта зрителям. Я думаю, что вам слышно на фоне звуки барабанов и вообще крики, которые доносятся с трибун. Это болельщики, которые поддерживают следующую команду, которая готовится представить свою произвольную программу, но и команде, которая сейчас стоит в зоне Киссинг-Края, Олимпийский Юнитис, ждет своих оценок. Думаю, это тоже сильно радостно слышать. В общем, атмосфера на соревнованиях по синхронному катанию просто невероятная. Если вы еще ни разу не были лично на этих соревнованиях, я настоятельно рекомендую, даже прошу вас приехать на какой-нибудь из стартов и увидеть и почувствовать эту атмосферу своими глазами. А про чемпионаты первенства России я вообще молчу. Там такие страсти бушуют и на трибунах, и на льду, что пропустить это просто невозможно. Ну а кто живет в Москве, пока еще продолжаются соревнования, приходите, поддержите спортсменов и посмотрите, какие чудеса они творят на льду. Но мы вернемся к прокату команды Олимпийский Юнитис. И здесь хочется выделить смещающийся элемент. Хорошее покрытие ледовой площадки показали спортсмены, исполняя этот элемент. А это не так просто постоянно продвигаться, показывая четкие формы фигуры. А у команды Олимпийский Юнитис 2 это получилось. 70,99 балла набирает команда. И на данный момент это третий результат. Прошу прощения, 66,2 балла скорректировалась оценка. 66,2 балла. Результат команды Олимпийский Юнитис 2. Ну а мы встречаем команду Quick-Step Приновис, которые также представляют Москву.
просто здорово, какое музыкальное катание. Щелкунчик прозвучало в Ледовом дворце. Мечта, любовь к классической музыке хотели привить своим спортсменам тренерский штаб команды Quick-Step Принолис. Волобуев Иван, Веселова Елизавета, Воздержинская Елена тренируют команду. Отличный прокат. Поздравляем спортсменов. Это для них не начало сезона, уже второй старт. Поэтому поздравляем их с хорошим продолжением. Но не будем забегать вперед, дождемся оценок, но со зрительской точки зрения и отсюда, с высоты трибун, смотрелось все просто замечательно. Во-первых, ровненько, чистенько, без серьезных видимых ошибок, которые выбивают во время проката. Ничего этого не было. С большой любовью относились девчонки к тому, что они делают, к каждому движению, смотрели на зрителей, смотрели на судей, старались не смотреть в лед. Это ценно, особенно в самом начале, потому что к такому нельзя приучаться. Ровненькие ножки, прекрасное платье, все как-то очень цельно смотрелось и доставило огромное удовольствие. Отлично поставлена артистическая линия. Вообще программа осталась с прошлого сезона, и, на мой взгляд, это суперское решение, потому что это одна из тех программ на уровне второго спортивного разряда, которую хочется пересматривать. Она по возрасту, она достаточного уровня сложности. Спортсменам несложно ее выполнять, но при этом есть еще к чему стремиться к концу сезона. И вот это, наверное, тот баланс, который тренерскому штабу удалось добиться. Сделать, чтобы не было и слишком сложно, и смотрелось тяжело зрителю, но и чтобы не было слишком легко, и было к чему стремиться. Вот, такой вывод можно сделать об этой программе. Но я начала говорить об артистической линии, с которой началась эта программа. И это, наверное, пример того, один из положительных примеров, каким может быть этот элемент. Артистическая линия не случайно называется артистической. Она должна быть креативной, музыкальной и каким-то образом, неожиданным для зрителей, для судей, подчеркивать образ, идею и музыку, выбранную для программы. И эта задача на самом деле не из легких, потому что насмотренность, которая есть у специалистов, оценивающих синхронное катание, невероятная. И спортсмены должны каким-то образом удивить, показать, что да, вот именно такое расположение технических деталей, черт в элементе поддерживает образ и делает элемент запоминающимся. Это один из вариантов. С этого сезона, кстати, больше внимания уделяется именно креативности и артистизму в программах, чтобы все больше и больше удивлять и все меньше, чтобы отходить от предсказуемости. Потому что чем дольше смотришь синхронное катание, особенно если ты катался в этом виде спорта и знаешь его изнутри, какие-нибудь входы в элемент, подготовка к нему может быть понятной и ожидаемой. Ты знаешь, к чему готовятся спортсмены. Но технический комитет каждый год придумывает что-то новое, и с каждым сезоном, да что тут говорить, с каждым стартом все больше и больше неожиданностей появляется на льду, а это очень здорово. Это, наверное, то развитие, которое необходимо. Потому что синхронное катание, как вообще все фигурное катание, это искусство, и его должен видеть и оценивать в первую очередь все-таки зритель. И своим катанием спортсмены даже во втором спортивном разряде уже доставляют невероятное удовольствие людям, которые приходят в ледовые дворцы, на ледовые арены, которые смотрят трансляции. Ну, я получила невероятное удовольствие от просмотра вообще всех спортсменов, которые сегодня катались и которые еще будут кататься. И не закончилась разминка, впереди еще 2 команды, поэтому рано подводить итоги. Но уже сейчас начинают вот эти эмоции, впечатления немножечко зашкаливать. Ну а мы смотрим результаты. 75,56 балла набирает команда Quick-Step Принолис, и это текущее первое место. Причем с таким уверенным отрывом получается у команды выйти вперед. Но мы продолжаем следить за ходом соревнований на льду.
команда Ice Angels. Смотрим. «Прекрасное далеко» в исполнении команды Ice Angels, которая, кстати, тоже представляет город Москву. «Прекрасное далеко» — такая программа с надеждой и предвкушением. Для меня она так прошла, потому что эта команда появилась тоже в 2025 году, то есть это тоже такой дебютант этого года, скажем так, который врывается в нашу бурю событий синхронного катания и делает это вполне неплохо. Да, не все на 100% было выполнено чисто, но на то это и старт, на то это начало пути, чтобы учиться. И учиться главным образом на своих ошибках, а не на чьих-то чужих. Спориться по-другому, к сожалению, да, наверное, к счастью, просто по-другому не бывает. Поэтому поздравляем спортсменов, это был отличный для них прокат, из которого они, я уверена, вынесут очень много личного опыта и опыта для команды в целом. Тренирует команду Спиридонова Анастасия, Березан Александр и Зеленко Дмитрий. И большая работа в течение сезона, уверена, команде предстоит, чтобы и скататься, и улучшить технический уровень элементов.
ну и, конечно, над представлением поработать. Но это предстоит сделать абсолютно всем спортсменам, которые выходят соревноваться, в какой бы возрастной категории это ни происходило, какой бы опыт у них за плечами не был. Все это нужно делать. Ну а у нас уже готовы оценки. Шестой результат 58,41 балла. Серединка турнирной таблицы. Отлично, для начала очень хорошо. Но у нас завершающий стартовый номер. Команда Якутяночка. Программа «Феи Динь-Динь». Это была музыкальная композиция, саундтрек к фильму «Питер Пен». Такая атмосфера волшебной сказки сейчас царила в Ледовой арене, и все мы в нее с удовольствием погрузились. В конце концов, скоро Новый год, и атмосфера, вот это предвкушение, чувство праздника, так всем нам хочется и не хватает. А вот команда Якутяночка для нас его создала и подарила своим катанием. Команда, кстати, появилась тоже совсем недавно, в 2024 году. Представляет команда Якутск.
Республику Саха-Якутия, тренирует команду Татариновой Елены и Хамитова Ксения. И это работа с командой, это первый опыт для этого тренерского штаба. Раньше тренеры в синхронном катании не работали, и спортсмены все пришли не из других команд синхронного катания, да, например, как это иногда бывает, а из одиночного катания. То есть для них, для всех, для этой команды это тоже начало пути. Вообще сегодня у нас, мне кажется, день открытий, дебютов и день все-таки начала сезона, один из первых стартов, и столько прекрасных открытий мы сделали за сегодняшний день, столько ярких начал мы видели на льду. Огромная радость видеть, как развивается наш вид спорта и как с каждым годом мы собираемся у экранов трансляции или на трибунах, или общаемся с нашими знакомыми командами и замечаем, как расширяется география, как увеличивается количество спортсменов, которые выступают на соревнованиях, которые начинают свой путь в этой дисциплине, как усложняются правила, это отдельный разговор, который мы сегодня неоднократно заводили. И мы можем только порадоваться. 2025 год, если мы отходим от сезонности, говорим все-таки о календарном годе, был очень разным для спортсменов, для всех он прошел по-своему, но уверена, что каждый вынес из этого соревновательного 2025 года что-то важное и большое для себя, ну и для команды. Такое небольшое поздравление, да, и подведение итогов 2025 года. Немножечко рано, потому что декабрь только начинается, но после такого проката праздничного захотелось немножко поговорить о праздниках. Ну почему бы и нет. Между прочим, очень плавное исполнение элементов показала сегодня команда «Якутяночка». Еще не хватает им где-то скорости, где-то уверенности в том, что они делают. Еще видно вот это волнение, легкая боязнь ошибиться. Но даже несмотря на это, программа выглядит цельно, благодаря плавности. Элементы не существуют отдельно друг от друга. Они связаны и с помощью переходов, а это, конечно, работа тренера над постановкой, и с помощью непосредственно катания и вовлеченности спортсменов. Для начала просто отлично. Но по итогам соревнования это только 9 место, 44,30 балла. Есть над чем работать, есть к чему стремиться, но кубок мечты для команд, выступающих по второму спортивному разряду, завершен. Спасибо всем командам, которые вышли сегодня на лед и представили свои программы. Мы были рады следить за ходом соревнований. Поздравляем призеров, желаем удачи всем спортсменам в этом сезоне. Но вы, дорогие зрители, не отключайтесь от трансляции, потому что после перерыва на заливку продолжится Кубок мечты, начнутся всероссийские соревнования, и на лед выйдут команды, которые выступают по первому спортивному разряду. Поэтому оставайтесь с нами. Ну а я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Негашева, двукратная чемпионка мира.
Добрый вечер, дорогие зрители, болельщики и любители синхронного катания. Всероссийские соревнования «Кубок мечты» проходят в городе Москва и начинают программу соревнований спортсменки по первому спортивному разряду. С вами буду я, Нуйкина Мария. Добрый вечер, уважаемые участники, тренеры и зрители. Всероссийские соревнования «Кубок мечты» продолжают команды, выступающие по первому спортивному разряду. Сегодня они представят свои произвольные программы. Перед началом соревнований разрешите представить официальных лиц, оценивающих данный вид. Судейская бригада. Старший судья и судья номер 1 Ольга Колчанова, Московская область. Судья номер 2 Татьяна Латипа, Санкт-Петербург. Судья номер 3 Евгений Черемкин, Москва. Судья номер 4 Анна Негашева, Свердловская область. Судья номер 5 Марина Емельянова, Омская область. Судья номер 6 Владислава Глазкова, Челябинская область. Судья номер 7 Наталья Моисеенко, Красноярский край. Техническая бригада. Технический контролер Ксения Гафарова, Республика Татарстан. Технические специалисты Галина Шенденкова, Санкт-Петербург. И Вероника Макаренко, Республика Карелия. На старт готовится команда «Сочи Стар». Команда была создана в 2022 году, то есть совсем молодая команда. Команду тренирует Локтионова Татьяна, Жеминова Анна. И программа будет под песню Queen «Another One Bites the Dust». По словам спортсменок, эта программа, музыка для программы была выбрана, потому что она ритмичная. И вообще программа будет в стиле диско, то есть энергия, скорость. Вот, с нетерпением ждем, когда команда представит свою произвольную программу. На данный момент у нас идет разминка. Также сначала расскажу немножечко о костюмах также. По словам спортсменок, вообще сначала пришла идея металлической ткани, но далее был выбран цвет, такой яркий, фиолетовый, в стиле диско, собственно. Вот. Также про команду. Вот. На лед приглашается команда «Сочи Стар», Краснодарский край. Пожелаем успехов.
команда Сочи Стар. Да, не совсем удачно начались наши соревнования, но ничего страшного, да, несколько падений было допущено в программе, но я думаю, что ничего. Вообще, на самом деле, первыми выступать очень сложно, очень страшно. И я думаю, что, конечно же, нервы немножечко сыграли здесь свою роль. Вот. Но про программу хочется сказать, что на самом деле действительно очень зажигательная, очень яркая программа, очень много рук. Также вообще на самом деле не самый типичный выбор музыки. Это вечная классика, это Queen. Вот. И я думаю, что в следующий раз девушки справятся с программой намного лучше. Вот. Хочется им пожелать этого. Также про программу могу сказать, что на самом деле, вот, да, я уже сказала, что очень много рук было. Также очень много было парного взаимодействия, были парные прокатки, например. Элемент мув выполняли девушки в ласточках и бильманах. Не самый простой элемент, на самом деле, потому что нужно удерживать красивую эстетическую позицию. Нужно также держать форму элемента в линиях, либо девушки катаются по отдельности, вот, например, бильманы. Также при этом нужно думать о том, как пронырнуть, если в элементе есть проныр. Вот. Также хочу сказать про такое многомерное покрытие, конечно же, площадки. Вот можно видеть след на льду, который остался, то есть каждый сантиметр льда был командой покрыт. Везде девушки успели прокатиться, везде оставить свой след. Также было много движений и вверху, и внизу по льду. Девушки прокатывались слайдом. Вот. Также что еще могу сказать? Очень необычная форма была в пересечении... Ой, господи, извините. Во вращении девушки вращались в форме треугольника, в форме открытого треугольника. Также про команду можно сказать, что, ну вот да, как я уже сказала, команда на самом деле очень молодая, и я думаю, что все еще впереди. На старт у нас готовится команда «Молодой Ямал», команда из города Салехард. Команда была создана в 2016 году. Команду тренирует Прохорко Юлия, Субботина Любовь. Как я уже сказала, в 2016 году команда появилась в городе Салехард, которая вот по сей день показывает достойные результаты. Самый лучший результат команды был в прошлом году. Заняли первое место девушки с результатом 95 баллов. И за всю свою историю команда назвала лучшим результатом 4-е место в городе Сызрань, где они набрали 102 балла. Это был 2023-2024 год. У команды есть талисман. Это белый мишка по имени Северок. Девушки рассказали, что он им очень помогает перед каждым стартом бороться с переживаниями, плохими эмоциями. И, насколько я знаю, у практически каждого спортсмена есть свой личный талисман. Возможно, это какая-то детская игрушка, возможно, это что-то символическое, там, подарили родители или на первых соревнованиях кинули на лед. Подготовка команды к сезону началась в июле. Девушки были на сборах по ОФП и СФП в Кисловодске, где прокачали свою выносливость и набрали физическую форму к следующим ледовым сборам в Курганово, где они были весь август, работали над постановками, отработками программ, а в сентябре вернулись в родной Салехард и продолжили тренировки. Девушки поделились, что в этом сезоне в их команде 5 новых спортсменок. Про саму программу вообще хотелось бы рассказать. Программа будет «Цирк чудес». О программе хочется рассказать также вот, что девушки, собственно, рассказали, что они катают подростков, вот, которым... нет, они вот сами по себе такие подростки, которым хочется выражать яркие эмоции, баловаться, кривляться. И вот, собственно, поэтому выбор тренеров пал на такую программу. Девушки поделились, что они довольны данным результатом. Команда Сочи Стар за произвольную программу набирает 50,64 балла. Да, результат команды Сочи Стар мы услышали. 50,64
24 балла, 64 балла на старт. Продолжает соревнование команда «Молодой Ямал», Ямало-Ненецкий автономный округ. Пожелаем удачи, успехов и чистого льда команде «Молодой Ямал». Очень хороший прокат был у команды «Молодой Ямал». Невероятно интересная программа. Очень-очень красивые костюмы хочу выделить. Вообще, наверное, в одну из первых очередей, так сказать. Вообще хороший прокат был. Очень чистый, очень ровный. Я думаю, что у девушек отлично получилось передать вот эту атмосферу цирка, волшебства. Собственно, основная идея этой программы заключается в том, что они нас приглашают, как зрителей, в свой волшебный цирк, место, где границы между реальностью и фантазией стираются. В этом цирке все возможно. И смех приключается в музыку, легкое безумие в искусство, а искренние эмоции в магию. Это не просто выступление, а приглашение шагнуть за кулисы привычного мира. Я думаю, что девушки в полной мере отразили это все в своей программе. Про костюмы, по словам также команды, красный символизирует энергию, страсть и блеск сцены, черная юбка добавляет динамики, элегантности, а белые рюши и бабочка — театральности и утонченности. Также даже отдельной фишкой выделили фокус с отрыванием пальца в конце программы.
Что еще вот я могу сказать про прокат? Очень ровные линии, в том же No Hold в самом конце программы. Также очень много использования хореографии, которая как раз-таки отражает всю программу. Все музыкальные акценты были ярко выделены, и я думаю, что судьи высоко это оценят в результате. Также очень мне понравился пивот блока. Были хорошие ровные линии, скорость у элемента хорошая, пересечение. Также про синхронное вращение. Девушки вращались в парах, а также потом было вращение стоя по одному. В общем, очень мне понравилась эта программа. Хороший прокат был у девушек. Дальше у нас на старт готовится команда Фриволите. Фриволите 1, из города Балашиха. Команда была создана в 2020 году. Команду тренирует Елена Меликова, Диана Лившина и Ирина Балкина. История у команды, конечно, очень короткая пока что, как сказали сами девушки, но они усердно работают. Самый лучший результат команды – это первое место на всероссийских соревнованиях «Волжский пируэт» в городе Самара. Про талисман команды также девушки поделились. Талисман – это слоник. У главного тренера он латунный, очень тяжелый, но он всегда в сумке. У команды вязаный слоник Эля. В год создания команды один человек подарил слоника их тренеру со словами «на новое начинание». Из фишек команды девушки всегда отмечают дни рождения вместе, ходят на концерты и в кино. Последний их совместный поход на концерт был 26 октября. Вот команда все вместе, всей своей дружной компанией ходили на концерт. При подготовке к сезону девушки ездили на летние сборы, которые прошли в городе Калуга. По словам команды, все прошло очень хорошо. В составе в этом году всего 2 новые девушки. Приходили, про музыку, собственно, про программу. Девушки исполнят танец с саблями под музыку Арама Хачатуряна и баллы молодого Ямала. Команда «Молодой Ямал» за произвольную программу набирает 93,96 балла. И на данный момент команда занимает первое место. При исполнении произвольной программы на лед приглашается команда Фриволите-1, Московская область. Да, как я уже сказала, команду тренируют Елена Меликова, Диана Лившина и Ирина Балкина. Пожелаем команды успехов!
команда Фриволите 1 прокатала очень чистый, очень красивый прокат. Вообще невероятно ритмично, динамично. Вся программа держит в таком напряжении. Вот вообще даже не придраться ни к чему. Я думаю, что оценки будут неплохие у команды. Я думаю, что судьи довольно хорошо оценят. Также интересные формы были у команды в элементах. Интересно были выполнены черты. Периодически девушки разбивались на пары. Также в элементе вращения было из необычного. Девушки начали с качалки, и дальше у них было вращение сидя по одной, после чего они объединились, половина команды в пары, половина команды осталась вращаться по одной. Также в элементе no hold очень ровные линии были, что является одним из главных критериев вообще в элементе без хвата. Отличное покрытие ледовой площадки. Проехали вообще девушки по всему льду, везде успели побывать. Про костюмы вот хотела бы выделить. Девушки рассказали, что когда они создавали костюм для команды, когда они решали, как это будет выглядеть, они обратились к искусственному интеллекту. И прикольно получилось. Вот именно так выразилась команда. Очень много хореографии, которая отражает как раз танец саблей, собственно. Да, очень интересная программа, опять же таки повторюсь, про нее также дали комментарий девушки, что они очень долго искали музыку, кто-то вот услышал и решили попробовать. Вот так вот иногда так же бывает, вот так создаются иногда программы. Про элементы. Элемент без хвата также хочу все-таки рассказать немножко про него. В этом сезоне вообще у первого спортивного разряда, у новисов, результаты команды Фриволите. Да, 102 балла 49 сотых набрала команда Фриволите. И мы уходим на небольшой перерыв.